Всем привет! Вы на канале Польза.нет, и здесь только быстрые обзоры и долгие стримы. Сегодня вас ждет обзор на телефон Xiaomi Mi 11i 5G. В чем его особенность? В первую очередь то, что он на снэпе на 3 восьмерках. Стоимость у него в районе 30-ки, понятно, на Али. Понятно, на этот телефон уже был огромный обзор на моем лайв-канале. Посмотрите, если кому интересно. Сегодня вы увидите выжимку. И плюс вот этого моего приветствия с вами в том, что я снимаю на него как раз начало этого обзора. Напоминаю, что за лайк, подписку и комментарий к любому видео раз в месяц я разыгрываю 5 Mi Band 6 серии. На лайв-канале чертова туча примеров работы камеры, и насколько хорошо эта камера работает у одного или другого телефона, всегда решать вам. Сегодня вы узнаете кратко, с распаковкой, комплектом и всем остальном про этот телефон. Но резюмирую я заранее. Мне он понравился, опять же, не за тот ценник, за который он продается в магазинах моей родины. Cube 914, а теперь кратко о субфлагмане Xiaomi Mi 11i. Мне лично он понравился. На канале для стримов по ссылке в правом верхнем углу есть расширенный обзор на него с огромным количеством примеров съемки. А сейчас краткий обзор. Начнем стандартно с упаковки, так как это тоже немаловажный момент, в каком виде к вам придет девайс. Коробка у Mi 11i минималистична, белая, пришла слегка мятая, никаких изображений смартфона нет, да и информации в целом не особо много. Некоторые символы напечатаны цветом розового золота, все как у любого премиума. Открывается все просто, как и у всех. Внутри нас ждет самый настоящий запах китайского девайса. Это все стандартно, я к этому уже привык. В комплект входит смартфон, адаптер питания на 33 ватта. Да, во флагманы адаптеры уже не кладут, а здесь он есть, что хорошо, что это субфлагман. Кабель для зарядки USB Type-C, переходник с Type-C на мини-джек. Не везде встретишь, и хорошо, что они кладут это дело. Скрепка, неплохой защитный чехол, руководство пользователя и гарантийный талон. Русский в документацию не завезли, но зато есть английский и китайский, можно сказать, наши родные языки. Комплект в целом качественный и полный. Исключение только заводская пленка. Как и везде, она быстро коцается, и можно сказать, что она здесь одноразовая. Идем дальше. Поставляется Mi 11i в 3 цветах. Черный, белый и переливающийся, который вы сейчас видите на экране. Габариты для лопаты приемлемые: 163 мм на 76 на 7,8 мм, а по весу всего 196 граммов. Чтобы было нагляднее, прикреплю топ-10 смартфонов от Realme в правом верхнем углу. Можете посмотреть, насколько они легче и меньше. Корпус полностью изготовлен из пластика. В руке без чехла держать неудобно, так как он неимоверно скользкий, хоть и приятный тактильно, как и Poco F3, обзор на который вы также можете посмотреть по ссылке в правом верхнем углу. Тыльная часть собирает абсолютно все отпечатки, за счет чего вид у нее становится не совсем презентабельным. Ну и в целом радужно переливающийся телефон лично для себя я бы брать не стал. Сами понимаете почему, я же все-таки в России живу. На корпусе расположена кнопка питания с встроенным отпечатком пальца, кнопки регулировки громкости, 2 стереодинамика, микрофон, разъем Type-C, основная и фронтальная камера и прорезиненный слот для 2 сим-карт, что означает, что номинальная влагозащита здесь есть, хотя она и не заявлена. Люфт у физических кнопок есть, но не бесит, хотя факт остается фактом. Неприятно они дребезжат, хотя с другой стороны и во флагманах такое часто встречается. С лицевой части почти все пространство занимает AMOLED Dot Display F Full HD+, в 6,67 дюйма с разрешением 2400 на 1080 точек. Да, большой такой. Плотность пикселей здесь стандартно 394 dpi по AIDE. Светоотражающий материал Samsung E4. Широкая цветовая гамма DSI P3. Пиковая яркость составляет 1300 нит, что очень круто. На солнце хватает с головой. Частота обновления экрана 120 Гц, частота отклика 360 Гц. Поэтому для игр вполне сгодится. DC-диминг по официальным данным отсутствует, что, конечно, абсолютно не радует. С другой стороны, шим адекватный. Результат измерений вы видите на экране, поэтому можно сделать вывод, что DC-диминг здесь вшит. Автояркость работает отлично, нет беспорядочных перепадов в неподходящие моменты. Под разными углами тон картинки не бросается в холодный или в теплый. Always on display на борту, а вдобавок еще и не 10-секундный, что просто класс. Очень часто у Xiaomi такое бывает. Хорошо, что это не считается у них бюджетником, и они здесь поправили это дело. А в бюджетниках все еще 10 секунд. Мультитач работает. Аналогичная ситуация с распознаванием лица, к слову, узнает даже в очках. Также в экран внедрена фронтальная камера, в этот раз не такая громоздкая, всего 2,76 мм в диаметре. Но это не отменяет того, что она все же мешается. Подбородка практически нет. Летим дальше. Процессор на 5 нанометров, Qualcomm Snapdragon 888 с 8 ядрами, максимальная частота которого 2,84
1,4 ГГц. Интерфейс MIUI 12 на основе Android 11. Оперативной памяти доступно только 8 ГБ, а встроенной на выбор либо 128, либо 256. И, к моему огромному сожалению, расширить ее SD-картой нельзя. Притом система здесь занимает минимум 14 ГБ, что очень даже много. Имеется поддержка высокоскоростного Wi-Fi 6-го поколения и 5G сетей, которые в целом вам не пригодятся, если вы в Петербурге на Дворцовой площади не живете, либо в Москве в центре. Хотя, возможно, побыстрее это дело все-таки разрастется по городам. 4G работает отлично, вибро хорошее, дешевым его не назовешь. Особенно хороша тактильная подача. Bluetooth версии 5.2, из кодеков здесь SBC, AAC, aptX адаптив, LDAC и LHDC. В общем, все, что можно было всунуть, они сюда по большому счету всунули. NFC есть, работает без нареканий, как и Google Pay. GPS, по моим тестам, выдает точность до 3 метров, хотя рядом не было практически ничего. В этом плане Realme равных, конечно, нет. Датчики приближения работают с незначительной задержкой. Емкость аккумулятора 4520 мАч. В PC-марке выдал 9 часов 9 минут и осталось еще 20%. Заряжается с 0 до сотки от родного адаптера питания 58 минут. Тротлинг-тест прошел неплохо, ожидал я большего перегрева, если честно. В играх ведет себя тоже неплохо. Да, сбрасывает яркость, но лишь на 4% примерно. 3D-марки показал себя просто супер, кроме одного момента. Не удалось пройти один тест Wildlife Stress Test. Аппарат просто перегревается в нем. В Antutu показал 762 тысячи попугаев, Storage тест показал 45 тысяч. Стресс-тест проходит хорошо. Результаты вы видите на экране. Ну, относительно хорошо. Во всяком случае, мы знаем, что ждать от 3 восьмерок. Здесь ничего из ряда вон выходящего. Я бы даже сказал неплохо. Стабильненько. В PUBG на высоких настройках выдает 59-61 FPS и нагревается до 55 градусов. В танках при высоких настройках графики температура поднимается до 50 градусов и FPS стабильно 60, хотя танки в принципе легкие. А также проверял я его в Genshin Impact на высокой графике с 60 FPS. По тесту выдает в среднем он 20 FPS и нагревается до 55 градусов. Фризов, конечно, не особо много, но они есть. Основной блок камер с тыльной части выпирает будь здоров, но зато основная камера здесь на целых 108 мегапикселей. Ширик на 8 мегапикселей и телемакро на 5 мегапикселей. Запись видео доступна в разрешении 8К 30 кадров в секунду. В 4К 60 кадрах в секунду тоже есть, так же как и в 120. Плюс на борту шикарная стабилизация и разные плюшки для интересной съемки. Фронтальная камера на 20 мегапикселей и максимальное разрешение съемки HDR. Ночной режим мне не понравился, ширик сам по себе неплохой, но и не топ. Примеры вы сейчас увидите. Самый последний пример работы селфи-камеры. Просто если вы надеетесь, что ваш телефон будет против солнца снимать как-то феерично, от того, что он стоит очень дорого, нет, этого не произойдет. Как вы видите, все телефоны, даже дорогие, даже с хорошей камерой, снимают, ну, как минимум так себе, потому что солнышко, камера, засвета. Что я хочу сказать. Rolling Shutter в наличии. Примеров эгеге и йо-хо-хо почти на 15 минут только на лайв-канале. И еще сейчас вы увидите какие-то примеры, какие-то выжимки. Но при этом всем телефон на этих 3 восьмерочках отрабатывает с камерой просто волшебно по сравнению с, к сожалению, моим OnePlus 9 Pro. Я не знаю, что случилось с последней прошивкой. То же самое, что получилось, кстати, с последней прошивкой у аппаратов Realme. У них у многих посыпались камеры у некоторых моделей, так что вы можете хлопать в ладоши, как и я, и надеяться на то, что мы купим какой-то девайс, и он будет прям супер. Нет, всегда какие-то косяки, всегда какие-то изменения. Никто не заинтересован в том, чтобы сделать нам девайс, который мы будем использовать 3-4 года. И то в моей стране люди стали использовать телефоны уже не год-два, а 2-3. Я думаю, учитывая экономическую ситуацию, наверное, нужно будет переходить на кнопочные. Mi 11i, 60 FPS, 4К, съемка это не максимум. На ширик он максимум может снимать в 1080p. То есть здесь мы имеем картинку довольно плавную. Логично, что телефон также может снимать еще и в 8К, которое нам и не нужно. Попытаемся сейчас максимально увеличить картинку. И это X6. Ну, неплохо, в принципе, неплохо. Напоминаю, что съемка ведется на штатный микрофон. Как долго он сможет снимать, я вам обязательно сообщу. Снимаю с 2 рук. Можно сказать, что я стараюсь. Если бы не старался и снимал с 1 руки, была бы вот такая картина. Рваной картинки не наблюдаю. Не скажу, что снимает плохо или хорошо. Против солнца, как вы видите, засветы лютые. И смысла снимать, разумеется, нет. Движущиеся объекты вроде бы неплохо получаются. Будем ждать
как быстро он перегреется, потому что в тестах Antutu он перегревается довольно быстро, но не висит. Ночь, улица, фонарь, аптека. Если серьезно, меня много очень спрашивали в последнее время, чем мне так приглянулся Mi 11i и по какой причине я в комментариях, допустим, советую народу сходить в магазин его потрогать. Наверное, в первую очередь тем, что у него все не очень плохо. То есть у него Snap 3 восьмерки, как у Realme GT. У него камера не шлакоблок, вы сейчас это видите. То есть даже ночью она снимает даже фронталка в 1080p 60 fps без глюков. Если брать основную камеру, то хочу отметить, что это один из немногих телефонов, который может снимать мало того, что в 8К, за тридцатник с копейками, так он еще помимо этого может снимать в 4К 60 fps и не вырубается через 5 минут, как тот же мой любимый родной OnePlus 9 Pro. Вот так снимает фронталка ночью. Я думаю, что чаще я буду даже проверять, как именно она снимает. Камера ночью. Тем более у телефонов дороже 20 тысяч рублей. Да, зернисто. Да, это дело точно нельзя не использовать ни в каком кинематографе, но для YouTube, как вы видите, мне кажется, пойдет. Ночь, основная камера, 4К 60 fps, стандартное мыло, стабилизация минимальна, но что-то видно, что-то по минимуму. Плавность не отличается от дневной, зернистость, я уверен, что будет лютая. Притом мерцание у огоньков крайне неприлично, но ожидаемо. Скажем так, ночью ничего хорошо идеально не снимает. Какой может быть пример съемки у телефона, если ты в Петербурге без Екатерининского сада? Вот так примерно будет снимать камера, если вы будете снимать с одной руки, пешочком, опять же, будучи, допустим, в Петербурге на каникулах, в отпуске, либо просто проездом, чтобы посмотреть на все достопримечательности. Это одна из, скажем так, главных. И да-да-да, там Александрийский театр. Ничего не поменялось, ничего не снесли, ничего не перенесли. Снимает неплохо. Минусы. Нет официальной влагозащиты, отсутствует разъем под мини-джек, нет возможности расширять память, выпирающий блок камер, очень скользкий, без чехла, так что мало того, что его просто-напросто можно уронить, так еще из-за такой объемной части камеры ее точно разбить очень просто вместе с ним, если вылетит из рук. Цена по ссылке в описании к видео примерно $480, скоро будет сейл, там будет дешевле. Но не забываем, что сверху еще летит таможенный налог. В России это 15% свыше 200 евро. Это пока. Если есть промокоды, посмотрите в моем телеграм-канале по ссылке в прикрепленном комментарии. На AliSale, по-моему, через дней 6 будет весело. Обычно август они хорошо скидывают ценник на все. Вдруг на момент вашего просмотра появятся скидки, посмотрите, оцените, может быть зайдет. Резюмирую, аппарат мне понравился. На нем приятно играть, как я уже говорил на своем лайв-канале, и хорошо снимать. Его можно пойти потрогать в магазине, оценить размеры в своей руке и удобство использования. Телефон ни разу не расстроил, для своих денег он топ, с Poco F3 сравнивать не стану, так как ни крути, это разные девайсы. Здесь все-таки Snap 3 восьмерки. И греется он или нет, это топовый процессор на данный момент на рынке мобильной связи. Девайсу однозначное да, только если приобретать не на российском рынке, потому что в российской рознице он стоит космос. Подписывайтесь с колоколом. Добра и удачи вам, дорогие друзья.